Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня нам предстоит подвести итоги работы Федеральной службы безопасности за 2015 год. Определить задачи на ближайшее время. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, всех сотрудников центрального аппарата, территориальных структур, спецподразделений за грамотные действия по обеспечению безопасности и стабильного развития России. В том числе и тех наших товарищей, которые работают по линии военной контрразведки, имея в виду обеспечение деятельности наших летчиков при проведении контртеррористических операций в Сирии, и антитеррористические подразделения, работающие внутри страны. Вы знаете, что 22 февраля, если несколько слов сказать еще о сирийской проблематике, было принято совместное заявление России и Соединенных Штатов Америки о прекращении боевых действий в Сирии. Цель этого документа – дать импульс к урегулированию сирийского конфликта, причем импульс направленный на урегулирование политическими средствами, на создание условий для того, чтобы начать этот процесс. Конечно, мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет сложный, а может быть даже противоречивый процесс примирения, но другого пути, кроме как выхода на мирное урегулирование, не существует. Необходимо создать условия для скорейшего прекращения кровопролития, а впоследствии для начала полноценного внутрисирийского диалога с участием всех конструктивных политических сил. Как известно, до полудня сегодняшнего дня по Дамасскому времени все воюющие в Сирии стороны должны были подтвердить нам или американским партнерам свою приверженность прекращению огня. Такая информация к нам уже поступает. Соответственно, с 27 февраля, с полуночи по Дамасскому времени, боевые действия против тех вооруженных подразделений, военных подразделений, которые заявят о своей готовности прекратить огонь в отношении этих боевых групп, боевые действия со стороны вооруженных сил Сирии, России и возглавляемые Соединенными Штатами Америки коалиции, против них боевые действия вестись не будет. Однако хочу еще раз подчеркнуть, группировок ИГИЛ, Джабхат аль-Нусра и других террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, это не касается. Решительная борьба с ними будет, безусловно, продолжена. Хочу выразить надежду на то, что и наши американские партнеры исходят именно из этого. Это отражено в нашем совместном заявлении. И никто не будет забывать, что кроме ИГИЛ есть и другие террористические организации, как я уже сказал, признанные таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Сейчас важно надежно закрыть территорию России от проникновения боевиков с Ближнего Востока и из других регионов. Оперативно выявлять и нейтрализовывать тех, кто причастен к террористической деятельности за рубежом. Кстати говоря, в этой связи хотел бы сказать, что мы с вами, имею в виду Россию в целом, вооруженные силы, вовремя начали наши действия в Сирии. И ваша работа уже, ваша на местах, на территории Российской Федерации самым лучшим образом это подтверждает. Потому что благодаря вашим усилиям пресечена деятельность тех подпольных групп и группировок, которые уже были готовы нанести удар по нашей стране. И мы все видим, что у вас на этом направлении с точки зрения организации превентивной работы есть успехи. И я хочу особо поблагодарить тех наших товарищей, которые этих успехов добились. Надеюсь, что вы будете работать в таком же ключе и дальше. Пресекать действия не только тех, кто приготовился нанести удар, но и тех, кто занимается вербовкой наших граждан, предтеррористических организаций, тех, кто занимается распространением экстремистской идеологии и так далее. Следует усилить контроль над потоками беженцев, следующих как в Россию, так и транзитом в страны Европы. И в этой связи, наверное, не лишним будет добавить и вспомнить, что так называемый кризис с беженцами возник задолго до того, как Россия начала
антитеррористической операции в Сирии. Задолго. И причиной этого кризиса с беженцами является дестабилизация целых регионов мира, прежде всего на Ближнем Востоке. Ну и сейчас мы видим прекрасно, что происходит с некоторыми беженцами, скажем, на границе Македонии. Это вообще беженцы из Афганистана, причем здесь действия России и Сирии. Вообще никак не связано с нашими действиями. Наши действия направлены только на одно, на то, чтобы стабилизировать ситуацию в этих странах, создать условия для возвращения граждан этих государств к своим очагам. Для более результативной работы и борьбы с терроризмом важно развивать взаимодействие, конечно, с зарубежными партнерами. Прежде всего по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ. Причем как уже имеющиеся контакты нужно использовать, так и новые формы сотрудничества. Тем более, что заинтересованность зарубежных силовых структур в таком партнерстве, безусловно, растет на этой стороне прошивителей. Особые задачи стоят перед органами контрразведки. Вы помните, на прошлой коллегии мы отмечали, что иностранные спецслужбы наращивают свою активность в России. И прошедший год убедительно подтвердил эти наши выводы. За это время пресечена деятельность более 400 кадровых сотрудников и агентов зарубежных разведок. Из них к уголовной ответственности привлечены 23. Необходимо поставить надежный заслон на пути к сведениям о закрытой деятельности и кадрах органов власти, военных объектов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, ЭКО, ведущих научных центров России. Перекрыть доступ к конфиденциальной информации по каналам связи. Уважаемые коллеги, на осень намечены очередные выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Все конструктивные политические силы, партии заинтересованы в том, чтобы эти выборы прошли в полном соответствии с законом, в духе честной и открытой конкуренции. А их результаты были объективными, отражали реальные мнения и настроения граждан нашей страны. При этом задача ФСБ, других ведомств, сделать все, чтобы пресечь деятельность тех, кто попытается или может попытаться использовать националистические, ксенофобские, радикальные лозунги, направленные на раскол нашего общества. И, конечно, нужно пресекать любые внешние попытки вмешательства от выборов в нашу внутриполитическую жизнь. А вы знаете, что подобные технологии существуют и уже не раз использовались в целом ряде стран. Повторим, это прямая угроза нашему суверенитету, и мы будем на нее соответствующим образом реагировать. Я читаю ваши документы, которые регулярно готовятся в обобщенном виде, и конкретные указания на то, что, к сожалению, к этим выборам готовятся и наши недруги за бугром, как мы с вами говорим. Поэтому все должны знать, что мы будем работать по защите наших интересов настойчиво в соответствии с нашим законом. Далее. Важным направлением остается обеспечение экономической безопасности страны. В прошлом году в рамках борьбы с оргпреступностью пресечена деятельность 98 группировок. По материалам органов безопасности за совершение преступлений экономической направленности привлечены к уголовной ответственности и осуждены 2200 человек. Я прошу активизировать эту работу, сосредоточить усилия на борьбе с коррупцией, хищениями и нецелевым использованием бюджетных средств, прежде всего выделяемых на госпрограмму вооружений и гособоронзаказ. Конечно, все важно. Важно пресекать любые попытки хищения государственных средств. Но мы с вами прекрасно понимаем также и то, что те немалые, а для нас, можно сказать, огромные ресурсы, которые страна выделяет на обеспечение своей обороноспособности, и не только на сегодняшний день, но и на перспективу, вот эти средства должны быть самым надежным образом защищены от жуликов. В сфере вашего постоянного внимания должны находиться и вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности, с нейтрализацией новых угроз, которые появляются в этой сфере. Только за прошедший год зафиксировано более 24 миллионов кибератак на официальные сайты и информационные системы органов власти России. Пресечено функционирование более 1,6 тысяч интернет-ресурсов, деятельность которых наносила ущерб безопасности нашей страны, в том числе террористической и экстремистской направленности. Очевидно, что необходимо повышать уровень защищенности информационно-коммуникационных ресурсов,
прежде всего тех, которые используются для нужд обороны и безопасности государства, обеспечения правопорядка, устойчивой работы экономической и финансовой системы. Уважаемые товарищи, государство, конечно, и впредь будет делать все возможное для укрепления социального статуса сотрудников органов безопасности. Так, в 2015 году введены в эксплуатацию 98 ведомственных домов почти на 7300 квартир. Неуклонно увеличивается общий объем фонда служебного жилья. И, конечно, особым вниманием и заботой должны быть окружены семьи военнослужащих, которых мы потеряли при исполнении служебного долга. В заключение хотел бы еще раз поблагодарить руководство и сотрудников СБ за проделанную работу. Уверен, что все задачи в сфере защиты национальных интересов России будут и впредь решаться на самом высоком профессиональном уровне.